Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PES. Наконец-то! Самый длительный сезон в eFootball подошел к концу, и мы на пороге, а уже точнее даже переступили порог нового 4-го сезона, который сопровождался с обновлением 2.5.0. Все это событие привнесло достаточно контента, как в офлайне, так и в онлайне, который сегодня и предлагаю разобрать. Так что устраивайтесь поудобнее, в комментариях я буду ждать ваше мнение по поводу нового сезона и обновления. Ну а мы начинаем. Начнем с 4-го сезона, скажем пару слов о нем, а также затронем позже контент версии 2.5.0. Я наверняка что-нибудь допропущу, поэтому буду рад, если в комментариях вы, если что, поправите меня или вовсе дополните. Это только приветствуется. Если третий сезон в eFootball 2023 был самым длительным из всех сезонов, что были в этой игре, то, скорее всего, если я правильно понимаю, четвертый будет чуть ли не самым коротким, потому что он будет длиться около месяца, даже меньше. То есть он начинается 13 апреля и заканчивается 11 мая. То есть даже ровно не пройдет и месяца, как наступит новый сезон в eFootball. А может быть, после завершения четвертого сезона мы и вовсе будем сидеть без нового сезона, кто знает. Но факт остается фактом, данный сезон посвящен обновлению и добавлению новых навыков, взаимодействию с игроками и их очками прокачки и прочей подобной белибердой. И первое, с чего стоит начать, так это с новых функций, которые, казалось бы, вроде бы привносят разнообразие в игровой процесс, но с другой стороны немножко бесполезные. Вот, например, взять функцию с добавлением навыков. Вроде бы хорошая вещь, добавить навыки для тех, у кого какие-то определенные навыки отсутствуют. Они добавляются рандомно, это в принципе правильно, и определенные навыки не добавляются, если они уже присутствуют у футболистов. При этом все равно тратится определенная валюта, которая эти самые навыки и добавляет. То есть, если вы потратились на добавление нового навыка, и вам выпадает тот самый, который уже у футболиста присутствует, вам его не добавляют, а соответствующий поинт, на который вы это попытались добавить, у вас отберут. И, пожалуйста, вы у разбитого корыта. С другой стороны, вы можете выловить для одного из футболистов наиболее желаемый для вас навык, и после этого за счет новой функции переноса мастерства можете перенести очки прокачки и тот самый дополнительный навык определенному футболисту. То есть выпадет какому-нибудь ноунейму суперсаб, и вы можете перенести этого суперсаба любому желающему футболисту, за исключением игроков команды недели и прочих подобных карточек. То есть я к тому, что вторая функция чуть более весомая и, как по мне, чуть более интересная, потому что она позволяет в лишний раз не тратить очки прокачки. Если у вас есть ненужные пятизвездочные и прокачанные игроки, их очки прокачки и их прокачку левела можно потратить на новичков, которые вам в моменте интереснее всего. Что ж касаемо онлайн-контента в 4-м сезоне, то в принципе здесь какого-либо разнообразия не наблюдается. Те же самые дерби-паки, паки клубной селекции, разве что новые номинальные паки с Masterful Stars, то есть с мастеровитыми звездами. В принципе, номинальный пак отчасти интересный, присутствуют неплохие игроки, но я более чем уверен, что для большинства представленные позиции не нуждаются в усилениях, а поэтому есть высокая вероятность, что игроки пройдут мимо вас. Также добавят новые версии Big Time игроков, а если быть точным, то eFootball Championship Pro Big Time. Это определенные Big Time, которые будут располагать рейтингом выше 100. Да, вы не ослышались, после обновления до версии 2.5.0 и со стартом нового сезона, теперь игроки с рейтингами 99-98 могут получить рейтинг до 100+. Ну и что касаемо новых Big Time Championship Pro игроков, то уже известны такие имена, как Рафаэль Лиао, Маркус Решфорд, Гави, Коман, Бен Йедер, Томисау, Дибала, Лаутаро Мартинес и другие. То есть возвращение похожих карточек из PES 2021. Как это по-вашему выглядит, хорошо или же плохо, я буду ждать в комментариях под этим роликом, потому что реально интересно, что вы думаете насчет 100. Также при входе в игру все игроки получают гарантированного бесплатного Габриэля Барбосу, нападающего бразильского Фламенго. И стоит отметить, что несмотря на то, что эта карточка бесплатная по своей сути, она очень даже хорошая. У нее неплохая подкрутка, высокий баланс и выносливость, то есть это уже неплохо для ЦН. Разве что его игровой стиль может вас немножко отпугнуть. Но не переживайте, он все равно хорош как на ОФ, так и на ЦН, а также может сыграть справа. Поэтому я настоятельно рекомендую вам его затестить в своем основном составе. Также, что немаловажно, наконец-таки добавили магазин, где можно будет приобрести комплекты форм для вашей команды. Однако, на момент записи этого ролика туда формы еще не добавили. То есть это дело времени. Но сам факт, что вы наконец-то сможете обновить комплекты форм для своей команды, это не может не радовать. Поэтому ждем новые комплекты.
Что же касаемо обновления до версии 2.5.0, то здесь также присутствует некоторый интересный контент, который мы также сейчас рассмотрим. Как и всегда с новым обновлением, футболисты получили обновление фейсов, и наконец-то фейсы обновили центральным игрокам данного проекта. Лионелю Месси, Неймару, Фрэнки де Йонгу, Жорди Альбе, Тер Штегену, ну и остальным ребятам. С обновлением клубного сезона в бразильской лиге, то есть обновились составы и участники бразильских чемпионатов в игре, также обновили фейсы и для их игроков, то есть фейсов было добавлено более чем достаточно. Также внутри игры были найдены определенные строчки, которые отсылают нас к турнирам, которых прежде в PES не существовало, то есть это потенциальная фейковая лига чемпионов CONCACAF, то есть лига чемпионов южноамериканских и североамериканских команд, а также, возможно, фейковая лига конференций. Очевидно, что это уже скорее направление на оффлайн и добавление турниров для той же мастер-лиги, почему бы и нет. Ну или банально для оффлайн режима, кубки и турниры, чем не вариант. Также новая версия 2.5.0 подтверждает, что сейчас вовсю происходит разработка и в целом проверка работоспособности такого режима, как кооп, потому что наш известный мейкер Durandil, который активно исследует файлы игры, обнаружил некоторые строчки, отсылающиеся к коопу, в частности, debug coop mod, то есть это отсылает нас на то, что сейчас режим активно тестируется в режиме дебага. И были найдены очередные кат-сцены, которые представляют из себя этакий выбор командного стиля, то есть кат-сцены, посвященные условному выбору. Непонятно, что они себя будут представлять, но стоит отметить, что мейкер также подмечает, что эти кат-сцены присутствуют и в мобильной версии игры. Конечно же, новый сезон, новое глобальное обновление, настолько, насколько это вообще возможно, привнесло и обновление игрового процесса. Как и всегда, о нем мы поговорим отдельно, но хочу обратить ваше внимание, что Konami, как всегда, выкатили отдельные статейки, в которых расписали изменения касаемо пасов, искусственного интеллекта, обороны и так далее. Поэтому, если вы прям надеетесь, что исправили какой-то конкретный игровой момент, который вам мешал по ходу игрового процесса, то можете отыскать их в соответствующих статьях. Все присутствует на официальном сайте Konami. Со всем этим мы отдельно ознакомимся, опять же повторюсь, в отдельном ролике, который будет посвящен геймплею после обновления. И на этом, как таковой контент вместе с 4-м сезоном и обновлением 2.5.0 подходит к концу. Понятно, что за время 4-го сезона появится тот или иной контент, но это было все, что мы получили в первый день этого сезона. Я думаю, что не стоит уж больно сильно прицениваться к этому сезону, точно так же, как и строго его оценивать, потому что его длительность составит всего около месяца, даже чуть меньше, как мы отмечали это ранее. И вот если предыдущий сезон длился около 3 месяцев, и там спрос по контенту был оправдан, то здесь не то чтобы не оправдан, просто, стоит понимать, что сезон продлится всего месяц, и за этот месяц чего-то сверхъестественного Konami, очевидно, не выкатят, если они не выкатили за предыдущие несколько месяцев предыдущего сезона. Я веду именно к этой мысли. Как бы то ни было, мне будет крайне интересно узнать вашу точку зрения насчет нового сезона и обновления в комментариях. Также делитесь в комментариях своим уловом из новых паков, из пака команда недели и шоу-тайм игроков, которые мы не рассмотрели в этом ролике, потому что, в принципе, одни и те же паки, только с другими игроками. Но ваш улов мне будет интересно узнать, поэтому пишите. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, канал подпиской и колокольчиком, ну и про наши соцсети тоже не забывайте, ссылка в описании. У меня же на сегодня все, я всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам удачи в баталиях на полях eFootball 2023. Всем пока, дорогие друзья!